Всем привет! В этом видео я хочу поделиться своим гайдом на часку. Она анема-героиня, но не совсем стандартная анема-ДД. Наоборот, часка берет на себя роль основного ДД или, как ее называют, драйвера. Благодаря уникальной способности окрашивать свои атаки в элементы союзников. Да-да, вы не ослышались. С помощью своей команды ее пули могут наносить не только анема урон, но и использовать элементы пира, гидра, крио и электро, в зависимости от состава команды. Ее игровой стиль основан на элементальном навыке, который вводит ее в состояние благословения ночного духа. В этом режиме часка вооружается ружьем. Да, ружьем в Genshin Impact. И заряжает пулю с элементальным уроном. А ее взрыв стихии работает по схожему принципу, нанося огромный урон мультиэлементальными атаками. Часка идеально подойдет для игроков, которые любят экспериментировать с синергией отрядов, будь то роль основного ДД или саппорта, раскрывающего весь потенциал ваших второстепенных ДД. Она способна перевернуть ход боя. Если вы ищете анема-героиню, которая действительно выделяется, часка это то, что вам нужно. А теперь поговорим о лучших луках для часки. Правильно подобранное оружие – ключ к максимальному раскрытию ее урона и уникальных способностей. Давайте разберем топовые варианты, начиная с ее фирменного лука. Первым у нас идет алое перо звездного грифа. Это фирменное оружие часки, идеально подходящее для ее стиля игры. Лук дает много критического урона, атаки и имеет высокий базовый урон. Все, что нужно для сильных атак. Однако, чтобы пассивный эффект работал на полную, в отряде должен быть как минимум 2 союзника любой стихии, кроме анема. Если команда составлена правильно, этот лук становится лучшим выбором. Далее идет Aqua Simulacrum. Этот лук универсальный вариант. Он обеспечивает часке большое количество критического урона, увеличивает ее выживаемость благодаря дополнительному ХП, а пассивный эффект повышает урон всех типов, независимо от состава команды. Это делает ее надежным выбором практически для любой сборки. Еще один отличный вариант – это первый великий трюк. Этот лук увеличивает критический урон, усиливает заряженные атаки и имеет высокий базовый урон. Однако эффективность пассивного эффекта зависит от команды. Лучше всего он работает в отряде с анема-резонансом, где часка получает дополнительную силу атаки. Если вы ищете бюджетный вариант, обратите внимание на охотничью тропу. Лук дает шанс критического удара, но лучше всего подходит, если часка не использует обсидиановый том. Поскольку часка не фокусируется на мастерстве стихий, этот лук хорошо работает в командах, играющих через пар или таяние. Крашеные цветами перья – еще один сильный вариант. Этот лук доступен в временных баннерах оружия и дает существенное усиление атаки. Во время благословения ночного духа заряженные атаки часки переводят ее в режим прицеливания, что позволяет набрать все стаки эффекта. Еще один лук из временных баннеров – дальномер. У него невысокий базовый урон, но пассивный эффект компенсирует это с лихвой. Главное, чтобы часка стабильно получала лечение каждые 15 секунд. Это немного специфичный выбор, но с правильной поддержкой он раскрывается. Из бесплатных вариантов стоит выделить крафтовый лук «Мелодию покоя». Это крафтовый лук из Фондейна и один из лучших эпических вариантов для часки. Его легко получить, а пассивное усиление урона связано с лечением от союзников, что делает его отличным решением для бюджетной сборки. Наследие ослепляющего солнца, доступное через боевой пропуск, тоже заслуживает внимания. С этим луком шанс крита проще сбалансировать у часки, даже если вы используете обсидиановый кодекс. Лук также значительно усиливает урон заряженных атак. Единственный минус – оружие доступно через боевой пропуск. Также есть небесное крыло, которое дает высокий базовый урон, критический урон и шанс крита. Это хороший вариант для балансировки характеристик. Разбивающие цепи. Крафтовый лук из Натвана, повышающий силу атаки, но заставляет брать в команду героев из Натвана или собирать отряд из 3 разных элементов. Это хороший выбор для часки, особенно если можно улучшить до C5. И напоследок коротко о луке Амоса и рогатке. Лук Амоса дает силу атаки и усиливает заряженные атаки, но его пассивка не работает с пулями часки, что делает его слабее других вариантов. Рогатка также не подходит, так как ее пассивный эффект связан со стрелами, а не с пулями. Теперь давайте перейдем к артефактам для часки. Правильный выбор сета может значительно повысить ее эффективность, поэтому разберем лучшие варианты и их особенности.
Первый и лучший вариант это обсидиановый фолиант. Этот сет идеально подходит для Часки, чья игровая механика строится вокруг состояния благословения ночного духа. С этим сетом она может поддерживать бафы от обеих пассивок и на протяжении всего времени в бою. А еще приятный бонус, вам не придется искать шанс крита в характеристиках артефактов. Огромный плюс. Далее у нас охотник сумрачного двора. Если Часка в команде с Фуриной и Хиллером, этот сет становится отличным выбором. Он увеличивает урон обычных и заряженных атак, а также дает дополнительно 36% шанса крита. Это хорошее сочетание, если команда правильно подобрана. Следующий вариант это воспоминание Семенавы. Сет увеличивает силу атаки и урон от заряженных атак, но есть нюанс. У Часки сильный взрыв стихий, который она часто использует по кулдауну. Если вы выберете Семенаву, вам придется добавить больше восстановления энергии в ее характеристики, чтобы ульта всегда была готова. И, наконец, хроники чертогов в пустыне. Этот сет артефактов усиливает заряженные атаки и увеличит урон от анема пуль Часки. Подходит для игры в командах, где невозможно стабильно перекрашивать ее пули в элементы. Итак, какой сет выбрать? Если вы хотите максимально раскрыть ее потенциал, обсидиановый фолиант лучший выбор. Для специализированных команд подойдут охотник сумрачного двора или странствующий ансамбль. А если хотите поэкспериментировать, попробуйте Семенаву или хроники чертогов в пустыне. Теперь давайте разберемся с рекомендованными характеристиками для Часки. Ее билд сильно зависит от состава команды, так как ее пули применяют элементы союзников. Это дает большую гибкость, но требует внимательного подхода. Разберемся по порядку. Начнем с кубка. Сила атаки. Самый универсальный вариант. Подходит для любых команд, включая те, где присутствуют 3 разных элемента. Это безопасный и стабильный выбор. Или элементальный урон. Выбор в зависимости от ситуации. Часка может использовать кубок с бонусом Анема, Пира, Гидра, Крио или Электро, в зависимости от того, какие пули она будет чаще всего использовать. Кубок Анема лучше подходит для команд с одним-двумя элементами, где элементальная инфузия пули не постоянна. Кубок других элементов, например, Пира или Гидра, отлично работают в командах с доминирующими элементами, например, 2 Пира и 1 Гидра. Мастерство стихий. Это возможные варианты, но менее эффективны из-за хаотичной природы реакции Часки. Подходит для команд, играющих через пар или тайне. Теперь часы. Для часов времени лучше всего подходит сила атаки. Ульта Часки довольно мощная, поэтому если вам не хватает восстановления энергии, можно выбрать пески на восстановление энергии. То есть часы на восстановление энергии. Пока не достигнете оптимального значения. Так, что же насчет короны? Часка это ДД, поэтому на короне лучше всего выбирать критический урон. Как и у большинства ДД, ее цель соотношение шанса крита к критическому урону 1 к 2. Если вы используете сет обсидиановый фолиант, у Часки уже есть 64% шанса крита. Так что можно сосредоточиться на повышении критического урона через характеристики и сабстаты. Оптимальное значение характеристик. Сила атаки от 2000 и выше. Восстановление энергии примерно 140 и выше. В зависимости от союзников и их оружия. Мастерство стихий. Не больше 100-200. И только для команд, ориентированных на реакции. Шанс крита около 60-70. Больше не нужно из-за высокой базовой характеристики. Критический урон от 120% и выше. С сохранением соотношения 1 к 2. Шансом крита после достижения капа шанс крита можно повышать критический урон для еще более высоких результатов. Теперь давайте поговорим о геймплее Часки. Она невероятно уникальная героиня в Genshin Impact. Ведь это первый персонаж, который наносит основной урон как своим элементам, так и элементов союзников. Ее стиль игры полностью зависит от состояния благословения ночного духа. Так что давайте разберем, как максимально эффективно использовать ее способности. Советы по составлению команды. Сосредоточьтесь на совместных элементах. Пира, Гидра, Крио и Электро, союзники. Ключ к максимизации урона от ее инфузированных пуль.
Реакции имеют значение. Выбирайте персонажей, которые позволяют часке активировать мощные реакции, такие как пар, таяние или перегрузка. Гибкость с C1, C2. Если у вас есть первые созвездия часки, вы можете экспериментировать с составами, включая элементальные резонансы или даже анема-саппортов. Идеальная команда... Идеальная команда это у нас Часка, Оророн, Фурина и Беннет. Но можно заменить. В моем случае, например, Оророна не успел прокачать, потому я им не пользовался. Но его Ешка, например, позволяет собирать врагов в кучу. И плюс он играет от реакции заряжен. Фурина в этом случае может наносить урон дополнительный, бафать команду, и в экстренном случае можно ее перевести в режим хиллера, скажем так. Ну и Беннет, собственно, тут понятно, хилит. Правда, в определенной зоне всего лишь. Если из этой зоны выйти, то вот можно Фуриной воспользоваться в этом случае. И Беннет еще бафает силу атаки, что полезно. Теперь насчет того, что и кого можно заменить. Так, сейчас вот Фурина и Оророн. То есть кого и как можно заменить. Например, Оророна можно заменить на любого другого электроперсонажа. Можно поставить Райден. Она может бафать урон ульты, например. Можно поставить Яймика. Вот, Райден. Можно также использовать Яймика, если она у вас есть. Она может тоже помогать электроурон наносить с помощью своего элементального навыка. Она ставит эти столбики. Можно использовать Куки или Фишель. Фишель может также помогать доп. Урон электро наносить своим воронам. Ну и Куки она еще и хилит. Хорошо работает как батарейка, то есть помогает энергию регенить. И тоже помогает наносить доп. Электроурон. Но, возможно, вам придется достаточно близко возле цели находиться, чтобы этот доп. Урон проходил по целям, по врагам. Теперь дальше. Теперь Фурина. Фурину тоже можно заменить, если у вас ее нету. Это или Какоми, если она у вас есть. Она помогает хорошо гидроэлемент накладывать на цели дополнительно сверху. Но она еще хороший хиллер. Потом можно использовать Аята, например. Можно его ульту повешать, чтобы доп. Гидроурон наносила, вешала этот статус на цели. Плюс сейчас вот где Аята снова. Сейчас вот у него в ульте была полезная способность, если я не ошибаюсь. А нет, он бафает обычные атаки. А нет, тут ладно. Но я думал, он бафает заряженные атаки тоже, он только обычные атаки бафает. Но в любом случае его ульта позволяет вот этот гидро статус вешать намного лучше и проще, наверное. Ну и в основном вообще можно любого гидроперса поставить. Единственное, что Синчу может быть и не так выгоден, потому что Часка использует заряженные атаки, а Синчу под своей ультой, то есть его эти мечи запускаются только если использовать обычные атаки. И теперь Беннет. Вот Беннет. Беннета тоже можно заменить, если его у вас нету, или вам просто им не нравится играть. Можно поставить Дехию. Она будет помогать доп. Пира урон наносить по целям. Ну и плюс у нее есть, скажем так, псевдощит механика, так как часть урона будет переходить в Дехию, если ее элементальный навык стоит, активирован. Также можно использовать вот Дехия, как я говорил. Также можно поставить Шионен. Она в основном вообще хороший саппорт. Единственная проблема только в том, что
у вас уже не будет пироэлемента в пулях, а это значит, что придется другую реакцию стараться делать. Но в данном случае, если вы Беннета замените на Шионен, у вас останется реакция заряжен, так как Арарон Электро, а Фурина Гидра. Так, ну Шионен, во-первых, режет резисты. Если одеть сет, если на ней вот этот вот сет одет, вот, она будет бафать элементальный урон, который в данный момент был использован для создания реакции. И плюс она еще хилит. И причем очень хорошо хилит. И еще один вариант остается, это вот Сиджвайн. Сиджвайн. Короче, не помню, как она там правильно произносилась. И я привык ее Сиджвайн называть. Не знаю, мне это больше нравится как название. Ее тоже можно использовать в этом случае. И... Ну и все, получается. Тогда. Если вы соберетесь играть через испарение, через команду испарения, лучше всего будет взять часку. То есть оставить часку, оставить здесь вот. Это ясное дело, что это сама часка. Шелонен вот нужно вам будет. И взять Фурину и Беннета. Оба бафают, и Фурина и Беннет, оба хилят тоже. То есть оба являются хорошими саппортами, но Фурину еще можно как саб-ДД использовать, чтобы больше урона наносить. Шелонен лучше поставить в первый слот, а Фурину и Беннета во второй и... извиняюсь, Шелонен поставить во второй слот, а Фурину и Беннета лучше поставить в четвертый. То есть вот сюда ставим Шелонен вот таким образом, чтобы... Так как второй персонаж в отряде имеет 33 шанса попасть в патронтаж часки, а так как Шелонен не... Так как часка не поглощает геоэлемент, так что Шелонен вообще проходит мимо, по сути. И вот Фурина, у нее будет 66% шанса попасть в патронтаж, ну то есть ее элемент. И в последний ставим Беннета. У Беннета будет вообще 100% шанс попасть в патронтаж. Это вот реакция, это для, если вы будете через испарение играть, через реакцию испарения. Беннета можно заменить на Дехио, а Фурину на Какоми в данном случае. Сионен можно заменить на Джунли. Если у вас Джунли есть, он тоже режет резисты целям, но плюс он еще и щит дает, что тоже вполне неплохо. Если вы собираетесь играть через таяние испарения, как я играю, точнее, как я играю сейчас так, вам нужно будет в команде Крио Гидра и Пира персонажа. Значит, вот часка это опять же как и есть. Здесь можно вот поставить Диону. Вообще, по сути, любого Крио персонажа это без проблем. Диону, если я ее найду. Я уже Дионой 100 лет не играл. Да капец. Вот она. Берем Диону. Фурина опять. Из этой команды она вообще, похоже, из состава часки она вообще никуда не уходит. И Беннет. Ну, то есть вот это вот через тайное испарение команда. В этом случае тоже можно заменить персонажей. И Диону можно заменить на Шарлоту, например. Или если у вас есть Шэньхэ, можно поставить Шэньхэ. Так как Шэньхэ она будет бафать крио урона и заряженные атаки часки. Фурину можно заменить на Какоми, или на Ията, или вообще на любого гидро персонажа. Но желательно ставить того, который какую-то пользу команде может принести. Например, Синчу, он хороший, так как гидроэлемент он все равно будет давать, по сути, часки.
но его ульта не будет срабатывать так, как нужно, потому что работает она от легких атак, а Часка использует заряженные атаки. Ну и плюс Беннета можно заметить на дехе. Вы теряете баф на силу атаки, но получаете, скажем так, доп пира урон, который будет позволять реакцию таяния, может быть, или испарения чаще использовать. Плюс она псевдощит, можно сказать, использует, то есть часть урона будет переходить дехи, если использовать ее элементальный навык. На этом, я думаю, все. Вроде бы я все сказал. Всем большое спасибо за просмотр. Кто новый на канале или еще не подписан, подписывайтесь. Посмотрите другие видео на моем канале. На главной странице я там все разбил, вроде бы постарался, по крайней мере, на основные главные темы. Всем большое спасибо еще раз и до встречи в следующих видео. Геймплей Часки особенный, потому что фактически она может использовать элементы своих союзников в команде. Но они попадают в ее патронтаж, скажем так, не с стопроцентной вероятностью, а с определенным процентом. Значит, сам геймплей у него завязан на том, что у него в команде должны быть 3 разных элемента в команде. Второй персонаж в команде, точнее, его элемент имеет 33% шанса попасть в патронтаж. Третий имеет 66% и четвертый 100% попасть в патронтаж. При этом каждый элемент, другой элемент в команде увеличивает урон Часки. Один увеличит на 15, два элемента разных на 35 и 3 разных элемента на 60% увеличивает урон. Я играю таким образом, что у меня вот Мона, Шэньхэй и Беннет. Так как Беннет стоит четвертым, у него 100% шанса, что его элемент, ну то есть пироэлемент попадет в патронтаж. Таким образом я обеспечиваю тот факт, что реакция или таяния, или испарения точно произойдет. Так как Гидра имеет меньше шансов попасть, а Крио чуть выше. Ну, то есть, в любом случае, какой-то из этих элементов попадет. А Пира со 100% вероятностью. Сам геймплей у нее несложный. Сейчас я вот найду чудиков поблизости. Тут вроде бы с этой стороны вот есть. Геймплей у нее несложный. На самом деле, она играется от заряженных атак. Атаки у нее считаются заряженными, и оружие, которое увеличивает заряженные атаки, увеличивает ее урон. Проблема только заключается именно в Aqua Simulacrum. Потому что там в описании говорится про полет стрелы, а участки пули. То есть, по сути, она стреляет элементальным навыком, а не стрелами. Значит, тут все просто. Нажимаем вот Ешку. Зажимаем выстрел, так как мы делаем обычную заряженную атаку. И стреляем по цели. У Часки есть такая, скажем так, особенность, достаточно интересная. И заключается она в том, что когда кто-то из членов команды активирует благословение ночного духа, а это значит, что если в команде есть кто-то из Натвана, любой другой, кто не из Натвана, если активирует элементальную реакцию, он активирует вот это благословение ночного духа. Видите, только что Крио урон прошел, хотя Беннет не Крио персонаж. Это пассивная способность Часки, она позволяет нанести урон по цели элементам члена команды. Но только единственное, что я не могу понять, как это работает, потому что если я вот сейчас с помощью Шэньхэ это сделаю... Видите, гидроурон сверху нанесся. В теории, если я правильно понял, то дополнительная пуля наносится... Точнее, этот доп урон сверху наносится персонажем, который находится над текущим персонажем. То есть, например, Мона, наверное, сейчас посмотрим, что Мона будет делать. Мона Крио урон тоже нанесла. То есть, это или предыдущий, или следующий, потому что Анема урон она не будет наносить, а вот Крио она нанесла, потому что Шэньхэ следующая. Шэньхэ вот сейчас снова посмотрим. А, подождите. Там нужно 8 секунд, чтобы можно было снова активировать... Благословение ночного духа. Сейчас. Ну вот, видите, гидроурон. То есть, это или персонаж сверху, или персонаж ниже. Так как урон
от часки не идет, если моно это делать, например, то будет наноситься криорон. Это раз. Во-вторых, ульта. Ульта, по сути, то же самое, что элементальный навык, только вы нажимаете, и она сразу стреляет, стреляет вот этими пулями, их не надо заряжать. Сейчас, если я кого-то здесь найду и покажу. Тут сразу скажу, она у меня 60 уровня. Единственное, что у меня прокачано, это оружие у нее. Это крафтовое ее оружие. Артефакты мне надо, правда, подсобирать. Таланты на 6. Ну, то есть, из-за того, что сейчас фактически нельзя прокачать, потому что ресурсы ограничены и только через 2 дня восстановятся. Но уже при этом урон у нее не такой уж и плохой. Что бы я еще отметил, как минус жирный, у нее урон хорошо проходит по одной цели. Если приходится атаковать много целей, в этом случае у нее урон очень плохой, потому что каждая пуля улетает в разные цели, и реакции сложно активировать. Вот, как видите, было, только что я использовал ульту. Вот, смотрите, видите, если целиться в одну цель, урон проходит хорошо. Если целиться сразу в несколько, то урон так себе. Потому что пули разлетаются в разные цели, и не сложно активировать эту элементальную реакцию. Вот. Ротация у нее достаточно простая. Сейчас я ее покажу заново. По сути, тут, как и у всех ДД, перед боем активируем бафы членов команды. И после этого уже наносим урон. То есть тут вообще ничего сложного нету. Вот, значит. Беннет, Шэньхэ, Мона и теперь Часка. И как я уже сказал, если целей много, то урон у нее немножко, скажем так, так себе. По одной цели она просто великолепно урон наносит, потому что все пули в одну цель улетают. И вот ульту я сейчас не успел использовать, потому что померли все. Ульту желательно использовать, когда у вас не активно благословение ночного духа, то есть вот этот вот режим, короче. Вот. Почему? Потому что ульта тратит время, и за это время у вас может закончиться энергия. Вот эта вот энергия сбоку, которая показывает, сколько она еще в этом режиме будет находиться. И, то есть, вы можете раньше времени из боя выйти, по сути. Потому лучше использовать или до боя, или после того, как вы из режима вышли. Например, вот, в начале боя использовали, и после этого входите вот в этот режим снова. По одной цели она просто великолепно урон наносит, учитывая, что она не прокачанная, как видите. Если ее прокачать, скиллы прокачать, то это вообще должно быть бомба вообще, по сути. И, кстати, вот кто задумается часку через легкие атаки использовать, смысла тут в этом никакого нету, потому что урон просто вообще бомжатский будет. Потому желательно не стараться так делать.